Доброго времени суток! Приветствую вас на канале Personal Experience. Сегодня у нас очередной обзор. На обзоре у нас топовые наушники от компании SteelSeries, модель Artis Pro плюс Game DAC, а также оригинальная подставка для этих же наушников, также от SteelSeries, модель называется HS1. Давайте сразу не будем тратить времени и перейдем к распаковке. Видите, здесь еще упаковка не поврежденная, я еще их не вскрывал. Итак, вот нас встречают наушники. У этих наушников есть RGB подсветка, микрофон, который выдвигается. При необходимости можно опять его спрятать внутрь. Очень интересное решение с регулировкой. Здесь у нее такая вот матерчатая оголовье на липучке, которая она как резинка, очень легко регулируется под размер головы. Амбушюры из приятного на ощупь такого материала. Сейчас мы подключим их и подробно посмотрим все функции. Давайте отложим. Эта модель называется Artis Pro плюс Game DAC. Вот Game DAC это вот эта такая вот штучка. Это ЦАП усилитель, который одновременно выполняет функцию пульта управления. Тут очень много полезных функций. И сейчас мы подробно разберем их с вами. Здесь есть коробочка с дополнительными кабелями. Инструкция. Написано испанский, есть русский, немецкий, английский, французский. Провода. Переходник на 3,5. Это главный кабель наушников. USB кабель, чтобы подключить Game DAC к PlayStation или компьютеру. Да, здесь оптический кабель, аудиокабель, специально для того, чтобы подключить данную гарнитуру к PlayStation 4. Поп-фильтр, так называемый поп-фильтр, одевается сверху на микрофон. Так, давайте подключим гарнитуру к компьютеру и посмотрим, как все это работает. Начнем с подключения Game DAC. Снимем защитную пленку. Так, здесь сбоку есть вход, чтобы подключить непосредственно наушники. Так, давайте подключим. Характерный щелчок. Этот конец подключается вот в это гнездо. Здесь специальный такой, видите, такая асимметричная форма, чтобы без ошибки подключить правильно с первого раза. А теперь при помощи этого USB кабеля мы подключим ЦАП Game DAC непосредственно к компьютеру, к выходу USB. Нам нужен вот этот вот USB, этот оптический для PS4, а здесь у нас можно подключить мобильный телефон или же просто дополнительные наушники, еще одни можно подключить сюда. Хорошо, ЦАП имеет снизу резиновую ножку, которая будет прочно держать его на столе,
Он даже не соскальзывает. Очень удобно. Кабель довольно-таки длинный. Так, друзья, мы подключили наушники. Хотел вам показать подсветку. Она сразу автоматически заработала. Сейчас цвета плавно меняются справа, слева. Также есть такой вот красный диод на микрофоне. Также давайте посмотрим на клавиши, которые присутствуют на наушниках. Это верхняя клавиша включения-выключения микрофона. То есть если мы ее включим и выдвинем микрофон, микрофон автоматически включится. Также если мы вернем микрофон обратно в амбушюру, то есть вот сам наушник, то микрофон отключается. При необходимости можем просто отключить кнопку, и микрофон будет выключен в любом положении. Прибавление, убавление громкости в наушниках. Здесь я уже вам показывал подключение кабеля к геймдаку. А здесь еще дополнительный 3,5 мм выход на вторые дополнительные наушники. То есть к ним можно подключить еще другие наушники. Также вот эта вот штучка, она снимается. У SteelSeries есть дополнительная серия аксессуаров с различными изображениями. Я вам покажу. Сейчас мы войдем на официальный сайт вместе с вами. Корпус алюминиевый и сочетание с металлом. Материалы очень качественные, на ощупь вообще приятно. Soft touch пластик. Наушники можно вот так вот, таким вот образом выворачивать и, соответственно, держать на столе. Но у нас есть подставка. Давайте сделаем распаковку подставки HS1. Также, видите, запечатано еще. Первый раз распаковываю. Есть логотип SteelSeries. Давайте пленочка сниму. Вот так вот это выглядит, друзья. Подставка наушники. Там геймдак. Провода, конечно, это вещь неудобная, но качество звука, то есть, конечно, не сравнится с беспроводной системой. Вот мои беспроводные наушники Sony, но они также остаются у меня. А эти вот проводные новые SteelSeries вообще просто супер. Ребят, я послушал музыку, поиграл, могу посоветовать. То есть не жалею о покупке конкретно. То есть превзошли все мои ожидания. Поверну вот таким образом. Сбоку тоже сниму. Посмотрите, как это все выглядит сбоку. Да, ребят, еще хотел вот показать вам некоторые меню. Вот, например, вот иллюминация, да? Войдем в иллюминацию и микрофон. Видите, микрофон сейчас у нас горит как бы красным, да, диодом. Можно поменять, сделать его разных цветов, кастом, выключить полностью и даже сделать его rainbow, то есть переливающим, радужным. Смотрите, как, видите, переливается вместе с изголовьем. Это прикольная тема, да? Как вы видите, у меня очень много подсветки на столе. Ну, не знаю, нравится мне эта тема, поэтому взял себе такие наушники. Ну, в сочетании со всеми моими
игровыми девайсами. Видите, все от SteelSeries. Я не знаю, SteelSeries должны это посмотреть и мне хотя бы спасибо сказать. Но я делаю это не ради, как говорится, спасибо, а ради того, что я реально смотрю много обзоров на разных производителей и всегда выбираю, стараюсь выбрать все самое лучшее под свои задачи. Например, видите, вот HyperX, это не SteelSeries. Очень хороший микрофон для подкастов. На все, что вы видите, у меня есть обзоры на канале. Можете посмотреть. Итак, друзья, как вы видите, я уже в наушниках. Хочу вам сказать, что чувствую себя очень удобно в них. Это решение с этим таким необычным изголовьем очень комфортно. Наушники не давят. Уши полностью погружены в амбишуры, полностью охватывают, и я вам скажу, что достаточно хорошая шумопоглощение, защита, так сказать, от окружающих звуков. На некоторых обзорах я слышал, что как будто бы этого недостаточно, но я вас уверяю, что мне есть с чем сравнивать, и мне, в принципе, нравится, как эти наушники сидят на голове и каким образом они охватывают голову и поглощают все ненужные, как говорится, звуки. А вот само качество звучания вообще это отдельная тема. Сейчас мы подробно об этом поговорим. Я сейчас записываю свой голос на встроенный микрофон в наушниках. Вот вы сейчас можете оценить качество записи. Это, конечно, не микрофон для записи подкастов или каких-либо таких более серьезных работ со звуком, но эти наушники позиционируются как игровые, а качество звука, я думаю, для игры, для общения с так сказать, напарниками по команде или там для других целей, в принципе, достаточно с головой. Есть вот такой вот поп-фильтр. Сейчас давайте я его одену сверху. Вот так вот он позволяет вообще, так сказать, очистить речь от неприятных звуков, то есть таких вот ча, ща и там ц, вот, более четко записывает голос. Так, мы сейчас на официальном сайте. Вы видите, здесь я вывел на экран еще изображение с Game DAC, так как эти наушники поставляются с этой аудиокартой, усилителем Game DAC. И сейчас мы подробно поговорим о функциях. Я вошел на сайт производителя, чтобы было более наглядно. Как вы видите, здесь указана цена. Я купил свои наушники именно с этого сайта для себя, за свои деньги, для своего личного пользования. Вот сейчас в данный момент скидка. По-моему, сегодня последний день. 249,99 их цена. Ритейл цена. Сейчас со скидкой 179,99. Бывают двух цветов. Вот такие вот белые и черные, как у меня. Но так как у меня все мои гаджеты черного цвета, компьютер тоже черный в сочетании с серым, поэтому я выбрал этот цвет. Я, как говорится, думаю, сделал правильный выбор. Но опять-таки кому как. То есть, если там, например, эти наушники можно купить в сочетании с PlayStation 5, и там PlayStation 5 белого цвета, белые наушники очень будет хорошо сочетаться с PlayStation 5. Так давайте посмотрим, что же здесь указывает производитель. Сейчас. Ну, это здесь указывается комплектация, о которой мы уже с вами говорили. Я вам сделал распаковку. Вы все это могли все прекрасно видеть. Здесь указаны выходы с Game DAC, то есть выход на PlayStation. Вот через этот выход мы уже рассмотрели, да, с вами. Я подключил непосредственно Game DAC к компьютеру. Здесь можно подключить телефон, а здесь колонки. То есть это уже мы проходили. Здесь как бы просто вам также может понравиться следующие гаджеты. Кстати, некоторые из них они уже у меня есть. Вот у меня Rival 650 моя мышь. Также есть у меня обзор на моем канале. Вы можете зайти в плейлист SteelSeries и посмотреть там. Также и Apex, ну у меня правда Apex 7, не Apex Pro, но они очень похожи. Можете посмотреть обзоры. Вот. Ну это моя
любимая игра на сегодняшний день. PUBG. Кстати, вы можете посмотреть мои стримы в прямом эфире на моем втором канале, который называется 899 Gaming Channel. Ссылка будет в описании к данному видео. Кстати, я там буду тестировать эти наушники, посмотрим, как они мне помогут в игре. Вот что здесь говорит производитель. Производитель говорит, что это первый в своем роде высококачественный игровой звук. Каждый компонент игровой системы Arctis Pro плюс GameDAC Hi-Res тщательно спроектирован для обеспечения безупречного мощного звука от цифрового выхода PS4 или ПК до ваших ушей. Да, я думаю, не будет врать такой серьезный производитель. Победитель — лучшая гарнитура высокого класса, да, Arctis Pro плюс GameDAC. IGN, какая-то организация дала этот сертификат, да, то есть эту награду. Вот сертификация Hi-Res — это тоже вот необычная вещь, то есть как бы не каждая гарнитура может похвастаться этим. Hi-Res, давайте прочитаем, что здесь. Hi-Res, значит, это Arctis Pro плюс GameDAC, первая полноценная игровая аудиосистема, получившая желанный сертификат Hi-Res Audio. Оцените захватывающее качество файлов WAV, FLAC и DSD без потерь транслируемого потока из источников Hi-Res, таких как Tidal, и будьте готовы к будущему к воспроизведению игрового звука высокого решения с поддержкой GameDAC 96 кГц и 24 бита. То, ну, это как бы здесь указывается о том, что данные наушники способны воспроизводить вот, аудио высокого разрешения, так сказать. Лучшая производительность от аналогового преобразования к цифровому. Значит, сердце Arctis Pro плюс GameDAC — это легендарный ЦАП ESS Cyber 9018 Reference, известный своим непревзойденным качеством звука с динамическим диапазоном от 121 дБ до 115 дБ. THD плюс N. Это делает звучание низких частот более плотным, отдельные звуковые эффекты более отчетливыми, а позиционные реплики точными. Ну, то есть это как бы вот этот самый чип, он находится вот непосредственно вот в этой аудиокарте, которая называется здесь GameDAC. И наушники подсоединяются непосредственно к нему и, соответственно, получают вот такой чистый звук и вот эти дополнительные функции. Здесь информация о самой этой GameDAC. Здесь всего две клавиши, вы видите. Допустим, если вы нажмете на одну, если вот, допустим, настройка у вас под рукой написано, интуитивно понятное OLED меню GameDAC позволяет быстро добиться идеального баланса звука игры и чата с помощью функции Chat Mix. То есть вы можете просто в чате выбирать между игрой и чатом, какой звук вам более, так сказать, необходим сейчас в данный момент, и балансировать между двумя из ними. Эквалайзер здесь также можно настраивать более, так сказать, четко под себя, а также есть свои заводские установки под разный стиль музыки. Также очень полезная вещь. Режим высокого разрешения, вот то, что я говорил выше, это аудио Hi-Res. Ну, опять-таки, здесь важно, чтобы источник вот этого самого звука соответствовал этому стандарту, потому что, допустим, не каждый источник, то есть если вы будете слушать обычный MP3 с компьютера, то вы не получите того, о чем говорит производитель. Вам нужно, допустим, с каких-то потоковых, так сказать, источников, таких как вот Tidal, еще другие есть, допустим, новые, оттуда вот эти файлы, допустим, загружать и воспроизводить, и тогда вы только почувствуете разницу. Ну, так сейчас, честно говоря, об этом сложно говорить, то есть как бы о качестве звука это каждый человек должен услышать сам. Также здесь есть стриминговый микшер, очень удобная вещь, кстати, полезная для меня, так как я стримлю. Вот здесь можно делать баланс звука между игрой, чатом, выходом и микрофоном. Так, здесь у нас информация о
динамиках. Ну вот это то, что это изголовье, такой вот матерчатый резиновый, очень удобный, кстати, очень удобный. У меня предыдущие наушники Sony, они после продолжительного использования начинали давить на голову. Я здесь уже некоторое время сижу и чувствую разницу в лучшую сторону. Кстати, вот эти дополнительные, так сказать, аксессуары можно менять. Сейчас я вам покажу на сайте официальном, какие модели, так сказать, предлагает производитель. Вот в этом, значит, в этих наушниках установлены динамики, которые способны воспроизводить звук от 10 кГц до 40 тысяч кГц. В обычных наушниках это, как правило, от 20 Гц до 24 кГц. То есть видите, какая огромная разница. То есть эти наушники, поэтому и у них есть сертификация Hi-Res, потому что они способны воспроизводить звук в таком диапазоне. Слушайте все с драйверами динамиков с высоким разрешением. Гарнитура Artis Pro оснащена динамиками премиум класса с неодимовыми магнитами высокой плотности, которые воспроизводят звук высокого разрешения до 40 тысяч Гц, что почти вдвое больше, чем у большинства стандартных гарнитур. То есть стандартные гарнитуры обычно до 22 тысяч Гц поддерживают. Разница существенная. Двунаправленный микрофон. Ну, вот сейчас вы можете оценить качество звука. Кстати, есть сертификация Discord. Также DTS Headphones. То есть это впервые в играх предложены наушники DTX X второго поколения. Нового поколения знаменитого объемного звучания DTS Headphones XV2.0 погружает вас в действие, передавая невероятно точные позиционные сигналы, не создавая ощущения, будто вы находитесь в туннеле. Погрузитесь в игру, когда вокруг вас оживает звук. Да, реально я вчера просто так как бы включил игру и потестировал, так как бы просто посмотреть вообще отличие от моих старых наушников, чем отличается. Реально я вам скажу, что разница есть. И вот этот вот DTS звук, там есть при помощи клавиш он включается. То есть это в простонародье это звук 7.1. Так, здесь указывается, так сказать, награды, которые получили эти наушники. То есть умопомрачительный звук, достойный поколения аудиофилов. Потом это профессиональная гарнитура в море любителей. Это самая удобная и полнофункциональная гарнитура, которую я когда-либо использовал. Но это как бы отзывы. Посмотреть больше отзывов, да, вот еще есть. Совместимость ПК через USB, Mac через USB, PlayStation вот через оптические файлы и PlayStation 5. Здесь даже указывается, как подключить гарнитуру, но так как у меня подключение только через ПК, поэтому это сейчас рассматривать не будем. Динамики. Ну вот это вот здесь технические характеристики динамиков. Неодимые динамики. 40 миллиметров. Это на диаметр 1,6 дюйма. Частотная характеристика наушников, ну так я уже это говорил. Чувствительность наушников 102 дБ. Сопротивление наушников 32 Ом. И полное гармоническое искажение наушников это менее 1%. Микрофон. Тип микрофона выдвижная стрела. Диаграмма направленности микрофона двунаправленная. Шумоподавление. Частотная характеристика микрофона от 100 до 10 тысяч Гц. Чувствительность микрофона минус 38 дБ на паскаль. Импеданс микрофона 2200 Ом. Подавление шума микрофона есть. Итак, Game DAC. Частотный отклик от 5 до 40 тысяч Гц. Аудиоформаты
до 96 кГц 24 бита и THD плюс N менее 0,32 десятитысячные так сказать, да, процента. Так, SteelSeries Engine, поддержка версии выше 3.12.0 и поддержка платформ от Windows 7 и выше, и также и Mac OS от 10.9 выше. Содержание коробки мы с вами уже смотрели. Линейка, видите, здесь показывается линейка значит, этих линий Arctis Pro наушников. Как вы видите, выпускаются, можно купить наушники Arctis Pro без Game DAC. Game DAC также можно купить отдельно, но тогда будет немножко невыгодно по цене. То есть, как бы, ну не немножко, а значительно невыгодно по цене. Если вы уже хотите, чтобы комплект был с Game DAC, то лучше покупать вот такой набор, который уже в коробке идет с Game DAC. Так вам будет по цене выгоднее. И есть вот Arctis Pro Wireless, но это совсем другая история. Эти наушники, те, которые у меня, это самая топовая модель проводных наушников. И вы можете увидеть, что, допустим, сертификация Hi-Res имеют только лишь они, потому что у них есть вот этот Game DAC. Если нет Game DAC, нет и Hi-Res. Вот можете посмотреть все, что есть. И RGB подсветка также и у меня на наушниках есть. Не знаю, вы можете сейчас оценить или нет. Вот видите, вот здесь на голове. Да. А на, например, Arctis Wireless, который значительно дороже, но у них как бы есть то преимущество, что они беспроводные, у них нет. Так, ну, в принципе, все. Здесь все. Давайте сейчас войдем с вами в, так сказать, вот это вот приложение Engine. Здесь перейдем вот в этот подразделение. Смотрите, сколько у меня же целая коллекция собралась. Это Apex 7 моя клавиатура. Вот наушники Arctis Pro плюс Game DAC, монитор, коврик и мышка беспроводная Rival 650 Wireless. Зайдем в наушники. Открывается такое вот окно. Здесь можно менять, значит, настройки звука, эквалайзер. Те же настройки, которые у нас здесь есть, вот в Game DAC, также они здесь указываются. То есть, как бы, можно через Game DAC, а можно здесь через приложение все это дело менять. Подсветку регулировать. Здесь все возможные варианты. Сейчас я не буду показывать, потому что сами понимаете, то есть, как бы, подсветку можно абсолютно в любых направлениях менять. Настройки также здесь конфигурация Default у меня стоит, то есть заводские пока настройки. Ну, вот такое вот очень развернутое приложение, где можно все это. Здесь можно создать, допустим, конфигурацию дополнительно, допустим, это отредактировать заводские настройки и использовать под себя. Также, вот, допустим, здесь есть приложение Prism. Сейчас, если мы войдем сюда, вы увидите, что у меня в данный момент уже, видите, и монитор, и коврик, и мышь, клавиатура, и уже и наушники подключены. И они сейчас в данный момент, эта подсветка на них меняется синхронно. Так, друзья, как я и обещал вам, сейчас вот мы зашли на страничку аксессуаров. Это аксессуары непосредственно для гарнитур, который отдельно предлагает производитель. Вот, смотрите, здесь абсолютно все. То, что мне нравится в SteelSeries, они, помимо того, что продают, так сказать, да, готовые гаджеты, они всегда предлагают расходники. Ну, в хорошем смысле это расходники. Допустим, например, можно, видите, поменять амбишуры. Ну, на некоторые модели это будут предлагать и кожаные. Здесь вот амбишуры Air, как то, что дышащая ткань. Вот такие, как у меня, но это на более простые модели Arctis. Вот то, что я вам говорил, видите, вот эти вот накладки на наушники можно купить, но просто здесь это что-то
цвет не тот. Ну, вы, наверное, меня поняли, почему я так говорю. Вот, например, вот такой вот набор под Arctis Pro. Видите, отдельно эта резинка продается. И отдельно, допустим, вот эти вот такие накладки. Ну, как бы в сочетании получается вот что-то вроде такого, да. Вот так. Своего рода интересный такой вариант. Но нет в наличии. Закончился. Да, бывает еще вот в таком варианте. Но это по умолчанию такие модели. А еще есть, допустим, лимитированные, ограниченный выпуск. Бывают, например, вот сейчас я покажу вам, вот, например, игра Assassin's Creed Valhalla, допустим. Купить сейчас. И здесь дополнительные, вот видите, вот такие вот накладки были. Сейчас они все распроданы, к сожалению. Но SteelSeries обновляет постоянно сайт, и появляется что-то новое, интересное. Фанаты каких-то определенных игр могут, конечно, так сказать, кастомизировать свои гаджеты, свои наушники в нашем случае под эту игру. Итак, ребята, на этом наш обзор подходит к концу. Надеюсь, что обзор был вам полезен. Если вы тоже планируете купить себе игровую гарнитуру и рассматриваете эту гарнитуру к себе в покупку, то чисто я от себя могу вам посоветовать купить эту модель. Да, кстати, многие жалуются на цену, то что цена дорогая, то есть это во многих странах эта цена выше, чем $250 на эту гарнитуру. Но опять есть вариант вот такой же, как я сделал. То есть можно следить за скидками, допустим, в Америке, и там купить их за очень даже неплохую цену. Вот, за $180 мне обошлось, ну и плюс $23 я отдал за подставку. Ну, так сказать, если учитывать то, что это была скидка, то подставка досталась мне практически бесплатно, да. Поставьте лайк этому видео, если обзор вам понравился, если он был вам полезен. Поделитесь этим видео с друзьями, может быть, кому-то оно будет полезным. Кто-то из ваших близких выбирает себе сейчас в данный момент гарнитуру покупки. Если есть вопросы, если какие-то моменты вы, так сказать, не нашли в этом обзоре, вы можете спросить у меня посредством комментариев, я обязательно отвечу вам. Подписывайтесь на канал, если вы не подписаны. Обязательно включите колокольчик, чтобы не пропустить новых обзоров. У меня еженедельно выходит обзор на разные гаджеты. Берите себя и своих близких. До новых встреч!